Всем привет, меня зовут Сергей Нелло, и вы на канале Не Ноль. Буквально только что своим ходом этот подъемник покинул Eclipse с твинтурбовым V6 мотором 6013 на полном приводе и заехал сюда Тибурон с тем же мотором, правда тоже турбовым, но с одной турбиной и тоже на полном приводе. Также очень необычная машина, по которой мне предстоит сделать очень много работ, мелких, неприятных, но все работы будут для того, чтобы она поехала. За это время закупили много блестящих ништячков, железочек и различных устройств. В основном это топливная система, это алюминиевый бак в багажник, магистрали под подачу и обратку, топливные фильтра, топливный насос, топливный регулятор и показометр давления топлива, и даже вот такую штуку, как противоотливный бак. В принципе, машина обещает быть полуспортивной, вполне возможно, это даже там понадобится. Из сопутствующих вещей под капотом предстоит сейчас переделать немножко радиатор, перенесу выходы, расположу систему охлаждения, для этого придется все переваривать. Для впуска надо будет установить вот такой вот клапан для хвостового хода, потому что у нас стоит бешеная дроссельная заслонка, не знаю, наверное, 90 или 100 миллиметровая. Система будет построена на январе, и пока тут электрик начинает работы с проводкой, мне же предстоит поставить задние кулаки с АБС, потому что те кулаки, которые сейчас стояли, не имели датчиков АБС, и вот я нашел полноприводные GT4-овские кулаки и вот датчики АБС. Кстати, прислал их Калдина Клуб. Такой у меня теперь будет магнитик на холодильник. Здорово. Также предстоит установить стабилизатор. Опять-таки нашел родной стабилизатор. Еще не знаю, как это все встанет и подойдет, но в процессе буду изучать. Всякие стойки стабилизаторов и всякая мелочевка. Это все еще предстоит засунуть. Ну и начну я, пожалуй, наверное, с топливного бака. Размещать его придется вот здесь, вот в багажнике. Магистрали пойдут по низу. Вот сейчас самое главное его сюда каким-то образом запихнуть и понять, как это все будет располагаться. С него и начну. При сборке любой машины существует определенный алгоритм действий. Это последовательность, при которой осуществляется эта сборка. То есть нельзя поставить сначала мотор, а потом заниматься вспомогательными системами, типа топливная система, система охлаждения и тому подобное. Можно примерить мотор, потом запланировать его плановое и вынуть его, да, сделать эту систему, поставить обратно, так как я, например, делаю на своих Эклипсах в рамках сериала «Союз за Эклипс». Я показываю, да, что мы сейчас все примерили, провели такую-то систему, потом поставили обратно мотор, потом опять что-то примерили, сняли мотор и так далее. Да? А вот когда в результате каких-то действий машина достается полусобранная, уже с установленными многими финальными системами, типа впуска, выхлопа и тому подобное, да, а системы вспомогательные еще не собраны, то все это собирать крайне сложно, потому что надо все разобрать. И это не запланированная разборка. Все находится в очень трудном доступе, и это огромный кусок работы, который предстоит делать и тратить на это время, тогда как можно было это все сделать в определенной последовательности и не иметь последствий проблем. Для постройки топливной системы мы выбрали самый недешевый, но самый красивый путь. Мы начали использовать армированные шланги в виде магистралей, фитинги для соединения различных узлов. Это все красиво, так спортивно и, конечно, в принципе, местами надежно, но очень дорого. Но будь то армированный шланг или медная магистраль, или пластиковая магистраль, все равно все хочется и нужно уложить так, как это было уложено на заводе, в штатные места, желательно так, чтобы даже никто не мог догадаться, что здесь что-то исправлено.
Армированная шланг АН6, конечно же, имеет больший диаметр, чем любая трубка, медная или пластиковая, но в оригинальную систему креплений она все-таки вошла. Для этого пришлось подрезать резиновый уплотнитель с одной стороны, с другой стороны он будет упираться в пластиковую плоскость вот этой защиты. И вместе с тормозными трубками все уместилось в заводские кожухи. Но если крепление в начале по днищу полностью будет штатное, оригинальное, то дальше для входа в бак надо что-то выдумывать. Надо будет провести где-то вот здесь эти магистрали, уложить их по краю и подальше от выхлопной системы. И где-то вот там завести в сторону бака, вот начиная где-то с этой перегородки, начинается внутри сиденья, и надо будет его отделить от бака, поэтому заводить все магистрали придется чуть дальше, там уже, где будет стоять бак. Сам топливный бак в багажнике, как и противоотливная станция, разместятся, наверное, вот как-то вот так. Идея такая, чтобы вот здесь отделить салон каким-то защитным щитом, чтобы топливная система не находилась в салоне. Это все-таки безопасность. Заводить вот шланги топливные придется где-то вот тут через пол. Пока еще точного отверстия нет. Но где-то вот так оно будет. В отличие от медной трубки диаметром 8 мм, у которой внутренний диаметр около 6 мм, на АН6 фитингах и шлангах внутренний диаметр близок к 8 мм. В целом производительность системы, построенной на фитингах и шлангах АН6, становится более производительной, чем построенной на медной трубке. Заливная горловина у бака находится вот здесь сверху, и заливать, конечно, топливо придется, открывая багажник. Никакую горловину в бок, скорее всего, не получится сделать, потому что уровень штатной крышки выше получится, ниже получится ниже, чем уровень бака. Бак придется приподнять от пола для того, чтобы сделать систему перекачки между топливной станцией и баком. Насос будет стоять уже после топливной станции, и сливать обратка будет в топливную станцию, противоотливную станцию, и забирать насос будет из нее, а из бака только лишь будет подаваться
то количество топлива, которое недостает сейчас в этой противоотливной станции. На выходе из станции поставим два фильтра тонкой очистки. Один 10-микронный, другой 100-микронный. Один железный, который чистится, другой бумажный, который заменяется. Ну и, собственно говоря, дальше будет стоять уже топливный насос, который выведет на магистраль подачи. Капотом магистрали вышли тоже, в принципе, в штатном месте. Единственное, что из-за того, что мы устанавливаем топливный регулятор не оригинальный, а вот такой вот внешний, магистраль обратки пойдет напрямую сразу к нему. А на подачу на топливную рейку пройдет прямой шланг сразу с насоса. Соответственно, на выходе из топливной рейки шланг вернется и зайдет тоже в топливный регулятор. Здесь же, наверное, где-то размещу манометр, чтобы знать давление топлива в системе. Ну а вот, к примеру, штуцеры, которые стояли на рейке Тибурона, а вот с рейки 6А13 Регнума. Заметно, что диаметр совсем разный. И он намного меньше, чем диаметр наших фитингов. То есть мы сможем сейчас рассверлиться в диаметре, сделать, поставить, приварить к нему вот такой вот приварной штуцер, и получится вот такое вот соединение на топливную рейку, которая будет иметь уже входной и выходной диаметр близкий к 8 мм, что в целом поднимет производительность нашей топливной системы. Фитинги на моторах V6 на Mitsubishi практически все одинаковые. Для того, чтобы к нему приварить штуцер под АН6, его приходится отрезать за подлицо, также отрезать все выпуклые части на штуцере АН6 и сваривать их между собой. Я думаю, впоследствии стоит сделать свой шаблончик и из нержавеечки выточить прям полностью свой штуцер для топливной рейки, потому что искать оригинальные закладные достаточно проблематично. Вместе с противоотливной станцией вот достался вот такой вот фильтр. Точнее, я бы сказал, это часть фильтра, потому что корпуса от него нет. Только ли вот сам фильтрующий элемент и две заглушки. Но мы поставили фильтра Аэромотив. На самом деле, вот это прекрасный выбор для фильтров. Один 100-микронный, другой 10-микронный, один сменный, другой вечный, который промывать можно, железный промывать можно, 10-микронный. В целом я сейчас их соединил так, чтобы уменьшить количество шлангов между ними. То есть один фильтр вкрутился в другой фильтр, и оба фильтра вкрутились в противоотливную станцию. А уже потом оттуда выйдет АН8 шланг до топливного насоса. Саму же топливную станцию я буду соединять АН10 шлангом между баком и топливной станцией. Вот здесь пройдет АН10 шланг вот такой вот толщины, достаточно большой, для того, чтобы перелив из бака работал постоянно. Китайские пидорасы.
один фитинг на подачу на топливную рейку, другой фитинг на обратку. Там, где должен был стоять штатный регулятор топлива, теперь стоит тоже штуцер, тоже под АН6, и обе магистрали. Одна к топливному насосу, другая к топливному регулятору, который установлен уже на кузове. Китайский топливный регулятор, конечно, не самая лучшая покупка для топливной системы, но, в принципе, если работает, то работать будет. Также на магистрали между топливной рейкой и топливным регулятором я поставил манометр. Теперь можно будет смотреть за давлением топлива в топливной системе и, соответственно, выставлять его нужное для конкретных целей. В целом топливную магистраль удалось убрать от выхлопной системы. Впоследствии можно будет защитить топливные шланги еще термоэкраном. Осталось сделать крепежи для бака, и вся система будет готова. Можно будет ее испытать. Основной бак я поставил на стойке из капролона. Это позволило поднять уровень, его уровень выше, чем уровень противоотливного бака, и сделать систему перелива, чтобы топливо из основного бака попадало в противоотливный бак. Из самого противоотливного бака вышли два фильтра, и магистрали АН8 соединены с топливным насосом, установленный на задней стенке противоотливного бака, из которого, в свою очередь, АН6 магистраль уходит уже в сторону топливной рейки под днищем машины. И оттуда же приходит обратка в этот противоотливный бачок. Соответственно, вся циркуляция идет именно в нем. А дополнительное топливо поступает из бака по мере необходимости. Я не знаю ни одной собранной топливной системы, которая не потекла при первом тестировании. Но сейчас я как раз смогу залить наконец-то топливо в бак и проверить, что же я тут насобирал. Ну, кстати, процесс заливки на топливной станции будет выглядеть примерно так. Единственное, что сюда будем вставлять пистолет. Ну, так вот, открываешь багажник и туда заливаешь топливо. Сейчас мне это придется делать из канистры, что совсем неудобно. Но первые литры пошли. Половина из них мимо, как обычно. Вот что-то там забулькало. Я надеюсь, достаточно, чтобы проверить. Для начала, не потекло ли что-то где-то, а потом долью еще. Всего в системе получается бак 40 или 45 литров, плюс 5 литров расширительный бачок, плюс-минус вся система еще, наверное, литра 2. Ну, то есть приличная топливная система, вполне городская. Вон слышно, как пузырьки пробираются из системы. Так, ну пузырьки еще никак не успокаиваются, но я думаю, надо попробовать включить топливный насос. Может быть, он быстрее прокачает систему, и вообще, работает ли он, я не знаю. А что-то он не работает. Первый потек. Я уж подумал, что видос откладывается. Накрылся насос или сел аккумулятор. Кстати, аккумулятор здесь совсем непростой. О нем я еще буду рассказывать впереди, когда будем прокладывать все магистрали электрики. Вот такой вот
аккумулятор. Ну, видно, наверное, что я его запросто держу на 2 пальцах. Вот, и как бы обещают, что он держит хороший стартовый ток, да и вообще заряд. Посмотрим, не знаю. Ну а пока насос не накрылся, насос у нас бэушный, в общем-то, и, видимо, от того, что он долго лежал, или хрен знает от чего, вообще такие все девайсы, которые связаны с топливной системой, не любят долгого лежания без работы, без топлива. Ну, в общем, он закис, я его кое-как разработал. И, конечно, система, как и предполагалось, начала ссать. Это, конечно, тоже моя оплошность. Я видел, когда ставил этот фитинг, он достался тоже с этим бэушным насосом. На нем есть небольшой вот такой скол. Вот на нем видно небольшой такой скол. Ну и, соответственно, конечно, система сразу в нем дала течь. Но это вместе с насосом достался. Видимо, где-то то ли упал, то ли хрен знает что. Ну, в общем, благо, что у меня их много, всяких разных таких. А иначе бы я сейчас бегал за каждым в магазин. Клиент это не одобрит. Клиент это не оценит. Да. Ему насрать, сколько раз я сбегал в магазин. Сейчас я его устранил и попробую завести, точнее, запустить систему заново. Так, это у нас минус, а это у нас плюс. Я надеюсь, что все я подключил. Ну вот, система заработала, забурлила. Это, конечно, то ли звуки умирающего насоса, то ли он так еще и будет продолжать работать. Сейчас посмотрим, что там у нас по давчику. Давчик почти 4 бара, но вон видно, как неустойчиво работает насос. То есть он то дает давление, то сбрасывает. В принципе, можно еще систему подкрутить на большее давление. Сейчас поднимем. Посмотрим, сколько этот насос может вытянуть. И когда польется моя топливная система. Ну вот уже сейчас точно 4 бара. И система, в принципе, не льется. Это радует. Ну, то есть тест, можно сказать, удался. Шумит, конечно, пипец. Здесь тоже ничего не полилось. Ну и, в общем-то, все работает. Что очень здорово. Но надо выключать, потому что при нем разговаривать невозможно. О, тишина, отлично. И пузырьки побежали в обраточку. На выключенной системе давление также не падает. Вот он стоит, его держит. Ну, по крайней мере, он падает очень медленно. Потому что здесь, как и на штатной системе, установлен обратный клапан. Вот такой вот он здесь стоит. Там стоит шарик с пружинкой и не дает травить давлению в обратную сторону. Так что, в принципе, все выглядит как штатное. Ну и теперь, когда система вся работает, несколько важных моментов. Прежде всего, почему именно такая система? Ну, очень просто, потому что систему до этого построили так, что в родное место, вот сюда, топливный бак просто не влез. Его сюда установить нереально. Здесь стоит кардан, достаточно высоко повешен редуктор, и сделали выхлопную систему. То есть, соответственно, сюда топливный бак в принципе вкорячить уже было нельзя. Это вариант первичной проектировки, и ну, такой вот он есть. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому, собственно говоря, топливный бак установлен в багажник, алюминиевый топливный бак. Под днищу все это выглядит, в принципе, как штатная топливная система. До вот сего момента здесь, может быть, продолжим вот такие вот защиты, в которые будут уложены эти топливные шланги. Но в целом, то есть, как бы вид такой вполне заводской. В бак уходит это все. Вот там фитинги установлены и затянуты. В целом, единственное место, которое можно было построить по-другому, это вот это на днище топливной магистрали из АН-6 шлангов. Да, эта система получилась дороже. Да, это, в отличие от медных шлангов, наверное, ну там 1000 на 15
увеличила стоимость системы. Но отказаться от фитингов вообще невозможно. Бак алюминиевый, на нем фитинги, топливный регулятор под фитинги. То есть вся система, в принципе, изначально проектировалась, компоненты, точнее, покупались под систему из фитингов и, соответственно, АН каких-то шлангов. При том, что вот эту систему легко модифицировать. То есть если мы сейчас шланг подачи заменим, вместо АН6 проведем АН8, то, соответственно, эта система будет уже под более чем 1000 лошадиных сил рассчитана. Под капотом этот АН8 шланг разойдется на 2 АН6, и каждый зайдет в свою топливную рейку, что, соответственно, тоже избавит от этого вот последовательного соединения и тоже даст определенное преимущество и производительность топливной системе. Но это все нужно будет делать, если вдруг тут будет когда-то 1000 сил или более, а до той поры этой топливной системы хватит на 700 лошадиных сил просто вот за глаза. Но есть, кстати, одно узкое место, которое я, в принципе, посоветую владельцу этой машины заменить или хотя бы присмотреться. Мне интересно, кто-то из вас догадается. Напишите в комментариях, что это за место, которое я бы еще в этой топливной системе модифицировал для того, чтобы еще чуть-чуть прибавить ей производительности. Очень интересно, кто догадается. Ну а так, конечно, в этой топливной системе я разместил примерно 20 фитингов и их вариаций там, в виде каких-то переходников или проходных штуцеров. Это, конечно, недешево. Это в своем роде конструктор, его можно перестраивать, достраивать, и в целом достаточно удобно. Как показывает практика, системы такие достаточно устойчивы, если их не разбирать. То есть, если она вот собрана и скручена, то она работает долго. Если ее постоянно разбирают, собирают, то, конечно, все деформируется, все эти соединения вытягиваются, и после этого течет. Хотя, в целом, эта система вполне возможно еще где-то протечет. Там какие-то резиночки, это такое место узкое. Ну, в общем, посмотрим, понаблюдаем, но пока это все работает, и это очень здорово. Это уже позволяет перейти к дальнейшим работам. Я их анонсировал в начале, то есть дальше я буду делать систему охлаждения, систему обслуживания турбины, то есть слив, подача масла, тоже охлаждение турбины, ну и, в общем-то, остальные мелочевки, которые позволят впоследствии запустить мотор. Как вы знаете, ютубчик, может быть, и прикроется, но, по крайней мере, надо какие-то искать альтернативные пути, даже для того, чтобы хоть как зарабатывать с него хоть какую-то копеечку. Соответственно, я знаю, что на Дзене есть сейчас монетизация, я там тоже открыл свой каналчик, поэтому переходите по ссылке, кто хочет поддержать канал, подписывайтесь на Дзен. Там, в общем-то, пока дублируется вся информация с Ютуба, но впоследствии, возможно, будет какая-то эксклюзивная информация именно для пользователей Яндекс.Дзена. Так что переходите, подписывайтесь, поддержите канал. На этом у меня все. Ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте подписываться на этот канал на Ютубе. Это очень нужно для его развития. Всем удачи, всем пока.